С учетом темы нашего сегодняшнего интервью, которое звучит как «Женщины в международном праве», мне показалось важным и правильным показать вам библиотеку бестужевских курсов, историческую библиотеку, часть научной библиотеки Санкт-Петербургского университета. Сложно представить, женщины получили доступ к образованию, и особенно к университетскому образованию, в частности, к юридическому университетскому образованию не так давно. Разговаривая с уважаемым директором библиотеки, я увидела плакат, посвященный 140-летию бестужевских курсов. Это мало, да, если мы вспоминаем, что Санкт-Петербургский государственный университет в этом году отметил 300 лет. На этом прекрасном плакате изображен первый кружок женщин-юристок в Санкт-Петербургском государственном университете. Бестужевские курсы, названы именем профессора-историка Бестужева-Рюмина, это, собственно, один из первых женских университетов в России. Сама библиотека, как вы видите, находится в том же здании. Книги стоят в той же, как я теперь выяснила, крепостной раскладке, то есть они не расставлены тематически. Целью бестужевских курсов было предоставить женщинам образование того же качества, что и мужчинам. Это был общественный университет, и книги во многом жертвовались в библиотеку авторами или какими-то филантропами. Когда мы говорим про женщин в международном праве, то там появились они еще позднее, когда я задаю вопрос студентам о том, кого они считают первой женщиной, юристкой, международницей, которая занималась международным правом, чаще всего всплывает советский период Александры Калантай. Но Елена Гальперина-Гинзбург начала писать о международном праве уже раньше. Это было в преддверии Первой мировой войны. Таким образом, женщины в международном праве в разных качествах появились чуть более 100 лет назад, что, по сути, является значительно более поздним по сравнению с специалистами, мужчинами в этой сфере. И мне кажется, что для каждого исторического этапа, в котором женщины строили карьеру в международном праве, присущи какие-то свои сложности, свои проблемы. Например, та же Гальперина Гинзбург, про которую я писала, она не могла бы преподавать в университете, она не могла бы заниматься практической деятельностью, хотя она участвовала в кампании по предоставлению женщинам права становиться присяжными поверенными. Все, что она могла делать, это писать. Она была, мы бы ее, наверное, сейчас назвали журналисткой, которая занималась вопросами международного права. Она писала довольно популярные книги по международному праву. И мне кажется, что поскольку этот путь в профессию начался чуть позже у женщин, да, то и, собственно, длина его, да, относительно длины пути в профессию мужчин чуть более длинная, она еще не завершена, поэтому мне кажется важным обращать внимание и на женский опыт в международном праве, потому что женщины видят социальное устройство, социальные конфликты
социальные институты немного иначе, чем мужчины или люди, которые были социализированы по этому типу социализации. И очень здорово, что возникают такие проекты, которые спрашивают женщин о том, каков их опыт в международном праве, и делают женщин видимыми, и женскую экспертизу видимой в международном праве, что мне кажется очень важным, потому что я могу искренне восхищаться коллегами-мужчинами, но я вряд ли буду себя с ними ассоциировать. И мне кажется, что женщинам очень важно видеть других женщин, чтобы понимать, что у женщин в этой профессии на каком-то карьерном треке есть место, и, соответственно, они это место могут занимать. Обучение в гимназии привило мне такое важное качество, как большую любовь к процессу обучения. То есть я люблю и умею учиться. По женской линии в моей семье положено иметь кандидатскую диссертацию, поэтому вариантов у меня не было. Но после окончания гимназии я хотела заниматься филологией классической, но довольно быстро поняла, что классическая филология — занятие прекрасное, но, возможно, оно не будет таким прибыльным, да, как профессия, собственно, юриста. В детстве приходилось на 90-е, и профессия юриста в тот период была довольно популярна. Таким образом, я поступила на юридический факультет Санкт-Петербургского университета. Но, тем не менее, общественные науки, такие как история, иностранные языки, опять же, меня сильно занимали. И встреча, в том числе с Виталием Семеновичем Иваненко, который читал на юридическом факультете общий курс по международному публичному праву, во многом, наверное, определила мой выбор специальности. Смесь моих интересов, во-первых, это наука об обществе, во-вторых, это наука, которая требует хорошего понимания исторических процессов, это наука, которая требует хорошего понимания каких-то социальных процессов. Чем больше языков вы знаете, чем большим количеством языков вы владеете, тем больше каких-то национальных, оригинальных текстов вы можете читать, и тем шире будет ваше представление о международном праве. Кроме того, международное право, наверное, требует решения каких-то сложных комплексных задач. То есть если в каком-то праве гражданском, уголовном у нас есть нормы, мы должны понимать, как эти нормы применяются к конкретным обстоятельствам дела, то в международном праве нужно провести какое-то дополнительное всегда исследование, эту норму установить. И, наверное, сложности, многогранность тех задач, вопросов, которые, собственно, ставит международное право как дисциплина, привлекали меня изначально. Ну и плюс латынь, древнегреческий не мешают, а даже помогают в изучении дисциплины, равно как и другие языки, помимо английского и немецкого, я еще работаю с французским языком. Мой случай, он, наверное, специфический, потому что я в своей карьере выдвигала сферу образования, сферу научной деятельности. Одно дело — это уметь и любить учиться, а с другой стороны, мне казалось важным понимать, как должен выглядеть университет сегодня, как должна выглядеть наука сегодня. Я очень много этим занималась. Мне кажется, что очень важно развивать определенную культуру. Да? То есть для меня университет — это такое прекрасное место, в котором будущие молодые взрослые ищут себя. Это такое безопасное место, где они могут учиться, спорить, ошибаться. Ошибаться безопасно. И не бояться ошибаться, потому что, в общем-то, весь опыт — это наши ошибки. И, в общем, такую образовательную программу, да, и такие научные проекты я пытаюсь реализовывать. Расскажите, а какие привычки вам лично помогают в работе? Что касается моих собственных привычек и того, как я занимаюсь международным правом, я не знаю, я в принципе просто умею и люблю учиться, я люблю сложные задачи, я люблю много читать, мне интересно задавать тексту вопросы, искать ответы на эти вопросы в тексте. Я люблю красивое рабочее место, тихое рабочее место. Это не всегда получается при наличии маленького ребенка. Я для себя обычно очень много и увлеченно читаю.
а потом я занимаюсь какой-нибудь физической активностью, в процессе которой у меня рождаются новые нейронные связи, я надеюсь. И после этого я также увлеченно пишу. Есть ли, на ваш взгляд, сложности или особенности построения карьеры в этой сфере именно для женщин, например, как для матерей? Как вообще женщине с ребенком, особенно маленьким, сочетать карьеру в такой непростой сфере и заботу о ребенке? Во-первых, я должна сказать, что мне кажется, что сейчас появляется все большее количество включенных партнеров, и если основная доля ответственности по заботе о детях, она лежала на матери, то сейчас среди моих сверстников и коллег младше меня появляется большее количество равноправных родителей, которые умудряются распределять нагрузку таким образом, чтобы оба родителя могли, во-первых, быть родителями ребенку, а не один родитель помогает другому, а во-вторых, давать друг другу пространство для работы. Это прекрасно. Я понимаю, что эта практика есть, и очень хочется об этом дополнительно сказать. Когда мой ребенок был маленький, я вела занятия. Занятия я вела в тот же период, была пандемия. И я хочу сказать, что мои студенты были прекрасными и очень понимающими, потому что маленький ребенок не всегда мог сдерживать себя, не искать маму, не хотеть на ручки. Поэтому часто она заходила в кабинет, получив ласковое прозвище «младшая научная сотрудница». Но она могла посмотреть в экран, и мои студенты были вполне себе понимающими. Я могла взять ее на руки, продолжить, собственно, преподавание, и впоследствии кто-нибудь из других значимых взрослых мог ее забрать. Это очень здорово, и мне кажется, что именно такие моменты очень важны для женщины, собственно, с маленькими детьми, которые одновременно хотят работать. Хочу сказать, что на магистерской программе были студентки с маленькими детьми, и, в общем, мы не возражали, если маленькие дети, например, на предзащите тихо где-нибудь порисуют на задней парте. И мне кажется, это важно, для девушек, для женщин, которые хотят продолжать обучение, получить такое безопасное пространство, где их ребенок не будет мешать, а будет, в общем, частью этого самого пространства. Продолжая разговор о работе, учебе с детьми, заметила, что в уборной комнате, например, нет пеленального столика. Скажите, а как должна измениться научная, деловая инфраструктура, чтобы женщинам было комфортнее развиваться в этой сфере? Мне кажется, что у ребенка, во-первых, должно быть два родителя, потому что, как мы знаем из всяких разных научных исследований, у женщины с маленьким ребенком просто смещается фокус. То есть ее когнитивные способности остаются на том же уровне. Другое дело, что ее фокус смещается на ребенка. Поэтому если женщина может доверить ребенка другому значимому взрослому, то ее фокус, в общем-то, восстанавливается в этот период времени. Такое равное распределение родительских обязанностей или распределение обязанностей с каким-то другим вторым значимым взрослым, он позволит женщине больше фокусироваться на профессиональной сфере. Это первое. Наверное, это будет все-таки основным, потому что даже сама картинка о том, что в женском туалете обязательно должен быть пеленальный столик, она, в общем-то, показывает некое предубеждение в отношении того, на ком лежит основная обязанность по воспитанию ребенка. То есть эта комната должна быть, она должна быть комната родителей и ребенка, потому что если мы подходим к этой ситуации с точки зрения отцов, то их проблема заключается в том, что когда они берут свою долю ответственности за собственного ребенка, то зачастую у них тоже нет этой инфраструктуры. Но, опять же, следует оговориться, как мне кажется, когда мы говорим про мужчин и женщин, то речь идет не о мужчинах и женщинах как таковых, а о типе социализации, потому что девочек и мальчиков воспитывали по-разному, и если в процессе воспитания девочек очень важны были одни качества, то в процессе воспитания мальчиков довольно долго важными были другие качества. Сейчас происходят определенные изменения и в этом направлении, что, конечно же, скажется, как мне кажется, и на карьерном и профессиональном пути девушек в разных сферах, в том числе в международном праве, в точных науках. А какие треки сейчас существуют для юристов-международников? Мне кажется, что основные треки в международном праве, их несколько.
Это, соответственно, государственная служба, работа в министерствах различных, которые занимаются различными профильными вопросами. Это работа в различных некоммерческих организациях, да, которые тоже занимаются различными вопросами, в том числе международно-правовыми. Отдельная сфера – это международное гуманитарное право, в которой есть много разных возможностей. Это Международный комитет Красного Креста, это есть другие международные организации, которые занимаются этими вопросами. Консалтинг, он все еще остается, и даже если он напрямую не связан с международным публичным правом, то какие-то вопросы из сферы международного права в консалтинге также возникают. Особенно важным, мне кажется, собственно, такой карьерный трек, как образование и наука, потому что талантливые молодые люди обязательно, как мне кажется, должны идти в эту сферу для того, чтобы воспитывать то самое просвещенное общество, качественно говорить о международном праве на русском языке, создавать какие-то коллективные проекты по разным темам, опять же, на русском языке, для того, чтобы впоследствии включаться в универсальную науку. А может ли помочь участие в международных конкурсах, которых сейчас достаточно много? Мне кажется, что мудкорт – это один из способов расширения профессиональных связей. Это один из способов почувствовать некий опыт, который условно приближен к той или иной сфере международного права, но важно понимать, что он не единственный. И участвуя, например, в каком-нибудь мудкорте, не факт, что у этого человека появится сразу автоматически способность написать классную магистерскую диссертацию. Это потому что разные навыки. Поэтому, говоря о мудкортах, очень важно говориться о том, что это один из дополнительных способов саморазвития, да, получения каких-то профессиональных связей. Я приветствую разнообразные мудкорты. Я занималась именно на юридическом факультете довольно много лет. Я тренировала разные конкурсы. Конкурс имени Джесса по публичному праву. Университет долго участвует в конкурсе по коммерческому арбитражу имени Вильяма Виса. В свое время я тренировала команду университета на конкурс по космическому праву имени Манфреда Ляхса. Факультет участвовал активно в различных мудкортах по праву иностранных прямых инвестиций. Это прекрасный способ развить навыки написания письменных документов, развить навык устной презентации, познакомиться с коллегами из разных юрисдикций, посмотреть, как международное право воспринимается в разных юрисдикциях, послушать судей, да, поговорить с разными людьми о вымышленном кейсе. Это очень важный совершенно этап, мне кажется, обучения на юридическом факультете, но абсолютизировать я его тоже не стала, потому что есть другие направления, которые будут давать другие навыки в зависимости от, соответственно, карьерных треков. Особое внимание хочу, наверное, обратить на конкурс по международному гуманитарному праву имени Мартенса. Он проводится много лет, если я правильно помню, с 1998 года. Московской делегации Международного комитета Красного Креста. Это прекрасный конкурс на русском языке. И он посвящен вопросам международного гуманитарного права. Особенностью этого конкурса является симулирование реальных ситуаций в ходе вооруженного конфликта и понимание того, как нужно действовать, как вести переговоры с учетом положений международного гуманитарного права. Есть ли какие-то особенности, которые женский опыт привносит в международное гуманитарное право, в любую другую отрасль международного права? Есть большое количество разных социологических, антропологических и других исследований, которые говорят о том, что вот эта вот самая социализация в зависимости от пола предполагает разный взгляд, разный опыт, и женщины более склонны к так называемой политике заботы, к построению каких-то долгих, устойчиво работающих структур, в то время как для гендерной социализации, опять же, женщины и мужчины могут быть социализированы по той или иной модели. Более характерно конкурирование, другие виды действий. Поэтому, да, конечно, мы получаем немного другой взгляд, исходя из наличия немного другого опыта. И видимость этого опыта позволяет иначе действовать в тех или иных ситуациях. Например, есть довольно симпатичный проект, который показывает эту разницу. Не так давно была опубликована коллективная монография с учетом женского взгляда
и мы говорим здесь не о половой принадлежности, а о, опять же, социализации, типе социализации, на основании действовавших в момент вынесения ключевых для международного права судебных решений, микрогруппы выносили, опять же, решения, но с учетом немного другой оптики. И эти решения с учетом тех же фактов действующего права формулировались иначе. Например, мы в международном праве знакомы с делом Лотуса, из которого мы выводим принцип Лотуса, да, который говорит о том, что конкуренция юрисдикции, да, ситуация, в общем-то, нормальная в международном праве, да, если у вас есть право эту юрисдикцию реализовывать. Ну, если очень коротко. А в аналогичной ситуации группа исследователей вывела из тех же фактических обстоятельств принцип не Лотуса по имени, да, французского корабля, а принцип Баскура по имени турецкого судна. Содержание этого принципа было иное. Да, это принцип сотрудничества, как один из, собственно, примеров разной оптики. Это не попытка, да, пересмотреть устоявшееся международное право, но показать разницу в этой самой оптике, мне кажется, довольно симпатичная. Какие ресурсы могут помочь найти единомышленников, развивать экспертную сеть, найти поддержку? Я в этот момент начну рекомендовать летнюю школу Центра международных среднеправовых исследований, поскольку мне кажется, что это то самое безопасное место, да, в котором не обращают внимания, да, на пол, возраст и всячески поддерживают в желании изучать международное право. Я сама участвовала в летней школе в 2018 году. Я очень люблю поучаствовать в разных летних школах, чтобы потом искренне рекомендовать их студентам. Не просто говорить, что смотрите, в интернете есть такая возможность, а в чем-то поучаствовать и рассказывать, как организован процесс. После летней школы у меня осталось довольно много прекрасных контактов. Некоторые коллеги, с которыми мы обучались на летней школе, сейчас преподают на магистерской программе по международному публичному праву. Поэтому это то самое место, где можно делать нетворкинг в сфере международного публичного права, а также в смежных сферах, потому что летние школы организованы по-разному. Я понимаю, что летняя школа, например, по климату была организована таким образом, что помимо, собственно, правовой информации были эксперты в смежных сферах, и в том числе коллеги, которые занимаются точными науками или науками о земле, которые, собственно, дополняли какие-то правовые знания. Еще одной очень важной вехой в моем дополнительном образовании была Гаагская академия международного права. Обучалась на программе по международному публичному праву. Со многими дружу. После окончания Гаагской академии международного права все знают, что Гаагская академия выдает дипломы. Я диплом не получала, сразу скажу. Я участвовала в семинарах для тех, кому мало изучать международное право с 10 до 4 в рамках общего курса. Я посещала так называемые directed studies, переведем их как семинары. Гаагская академия, она билингвальна, она гордится своей билингвальностью, поэтому курсы одновременно читаются на английском и французском языках, и directed studies, назовем это еще раз семинарами, да, для продвинутых слушателей. Также можно выбрать себе руководителя франкоязычного или англоязычного. Я была на англоязычной секции. Кроме того, в ходе обучения в Гаагской академии международного права предусмотрено довольно большое количество профессиональных встреч в момент, когда обучается часть по международному публичному праву, вторая часть по международному частному праву. Зачастую Международный суд ООН выносит решение, можно пойти в, соответственно, здание суда и поприсутствовать, не смотреть трансляцию, поприсутствовать. Конечно, количество мест ограничено. Также предусмотрены экскурсии по различным другим организациям, которые занимаются международным правом и находится в Гааге. Помимо летней школы Центра, Гаагской академии международного права, я участвовала в Хельсинском семинаре по международному публичному праву. Хельсинский семинар – это место, в котором можно познакомиться с современными теориями в сфере международного публичного права, с различными критическими теориями и другими теориями, скажу так. Мне кажется, это довольно важное место для того, чтобы
понимать, в каком направлении развивается международное право. И хотя критические исследования в области международного публичного права и некоторые современные теории критикуются, да, как, по сути, занимающиеся очень частными вопросами или подвергающие сомнению основной нарратив в международном публичном праве. Мне кажется, важно этот дискурс видеть для того, чтобы, в общем-то, строить, да, какие-то собственные исследования, соображения, вступать в дискуссии с такими авторами. Где юристу-международнику искать места для стажировок? Мне кажется, это очень сильно зависит от того направления, в котором вы собираетесь развиваться. Если мы говорим про международное гуманитарное право, то есть аналитическая работа в международном гуманитарном праве, и есть полевая. Очень много смелых женщин занимаются полевой работой. Стажировки есть в разных международных организациях. Некоторые из них доступны до сих пор. И если вам интересно заниматься международным космическим правом, то наши студенты, которые выбирают этот трек, они могут пройти стажировку в МОК «Центр Спутник». И это, конечно, уникальный опыт. Если речь идет о научной деятельности, или, мне кажется, это также здорово будет и для государственной деятельности, то очень здорово, что есть Центр международных правовых исследований, который предлагает в рамках стажировок писать юридические заключения по ключевым вопросам, связанным с разными сферами международного права. Это очень здорово, потому что такой формат, как юридическое заключение, ответ на конкретный вопрос, это, в общем, то, что будут ждать от юристов, которые работают в министерствах. Какие качества и навыки должен развивать в себе юрист-международник? Важное качество – это умение работать с большими объемами данных, эффективно работать с большими объемами данных, потому что международное право – это всегда про большое количество разнообразной информации. Мне кажется, что в себе нужно взращивать любопытство. Это очень важное качество, потому что именно любопытство позволяет задавать много разных вопросов и искать на них ответы. Аналитическое умение, ну, в общем, оно относится к работе с большим количеством информации, читать ее эффективно, вычленять важное, систематизировать эту информацию, уметь емко писать, да, отвечать на вопросы. Но эти вопросы себе тоже нужно уметь задавать. А есть ли какая-то статистика относительно того, как отличается положение женщин в международном публичном праве относительно мужчин? С точки зрения образования или науки, да, это разные вещи, потому что девушки довольно поздно в сравнении с мужчинами получили право на образование, и поэтому девочки, как правило, учатся значительно лучше мальчиков. И мальчики очень часто понимают, да, что им этого уровня не достичь. Другое дело, что, наверное, все еще существует стереотип, по которому в некоторых сферах мальчикам автоматически по умолчанию присваивается, ну, допустим, плюс 10, да, к компетенции в сравнении с девочкой. Но это происходит уже после выпуска, поэтому если в процессе обучения мы видим очень много девочек, которые очень прилежно учатся, то очень часто они куда-то после выпуска из международного права уходит. Но, с другой стороны, когда мы говорим про международное право, нужно понимать, что довольно узкая сфера, она очень конкурентная, с, наверное, небольшим количеством, в принципе, доступных вакансий. Это первое. Второе, если следить, например, смотреть на магистерские диссертации и на список источников, то очень часто мужские фамилии в этом источнике будут превалировать по разным причинам. Да? Частично, да, потому что мужчины, как мне кажется, в принципе, больше публикуются, чем женщины, потому что очень часто, исходя, опять же, из типа социализации, да, женщины в большей степени заняты вопросами организации разных процессов. Если у женщины появляется маленький ребенок, то организация еще и этих процессов, что, собственно, отвлекает внимание от научной работы.
Как вы считаете, нужно ли специально создавать условия для повышения видимости женщин в международном публичном праве? Важно думать о женщинах, и я, когда работаю со своими студентами, я обращаю внимание на то, что есть еще другие авторы, да, про которых было бы не лишнее упомянуть. Но я, в частности, считаю, что важно смотреть, в принципе, довольно разнообразно на сферу, помимо того, чтобы искать и находить женскую экспертизу, которая есть. Я всегда стараюсь в ходе преподавания давать примеры, в том числе из большого количества разных юрисдикций, да, чтобы показывать разнообразие, и отчасти универсальность, да, международного права. Это первое. Мне кажется, что нужно взращивать привычку, да, помнить о том, что если вы на входе не нашли женскую экспертизу, это не значит, что ее нет. Просто потому, что есть некий стереотип, исходя из которого, да, вы обнаружили какое-то количество компетентных мужчин, и никто не сомневается в их компетенции. Да? Они могут быть прекрасными, суперкомпетентными мужчинами, но где-то еще есть женщины, про которую забыли подумать. Это вопрос внимательности, на мой вкус. И если мы будем взращивать в себе привычку смотреть и на женскую экспертизу тоже, искать и находить ее, да, то она войдет в привычку, и в дальнейшем мы просто будем видеть эту экспертизу. Наверное, на вопрос о специальных мероприятиях для женщин я бы сказала, что они не должны быть основными, но они не будут лишними, потому что это тоже повышение видимости женской экспертизы. И мне кажется, что женщина, по крайней мере, таков мой опыт, с большей долей вероятности будет более, не хочу сказать слово усиленно, не могу найти, более внимательно, да, искать и находить другой женский опыт, да, другую женскую экспертизу. Что нужно учитывать при организации мероприятий так, чтобы они были комфортными, удобными и способствовали профессиональному развитию и женщин-юристок тоже? Может быть, есть какие-то моменты, которые сейчас их организаторы вольно и невольно упускают из виду? Во-первых, искать и находить этих прекрасных женщин в разных сферах. Во-вторых, на российских конференциях у нас очень часто выступающие стоят согласно табелю о рангах. Академик, член-кор, профессор, доктор наук, доцент-мужчина, доцент-женщина, аспиранты. И мне кажется, что это про культуру академическую. Внутренняя российская культура, по крайней мере, в сфере международного права. Я с восхищением смотрю на социологов и на антропологов. У них работа такая. Они объединяются под проекты в маленькие горизонтальные сообщества. Они делают совместные классные проекты. В сфере международного права у нас конкуренция, как мне кажется, и все меньше этих самых горизонтальных связей. Поэтому эта конкуренция предопределяет некую иерархию, в которой женщина очень часто, если она не академик, а женщина, член Академии наук, то это как бы такой замкнутый круг. Да? Поэтому, мне кажется, академическая культура, я глобально выступаю за академическую культуру интереса, горизонтальных связей, возможности объединяться под проекты и каких-то там безопасных ошибок. Поэтому мне кажется, что если бы культура была, в принципе, более открыта к женщинам и ко всем остальным, да, а к аспирантам, потому что очень часто аспиранту остается ровно 30 секунд времени, потому что академик вместо 20 минут говорил час 20. И за 30 секунд нужно сказать, как тебя зовут, какая твоя тема, что ты по этой теме делал, какие выводы ты еще и сделал. Отличается ли ситуация в этом плане за рубежом? Разные опыты работы. В одной сфере, это была не Россия, я попала тоже в довольно иерархичную структуру, в которой мне, будучи девушкой из Восточной Европы, приходилось объяснять, что да, я молодо выгляжу, да, я из Восточной Европы, да, я 10 лет преподаю дисциплину, но и преодоление этих байсов, оно требует определенного ресурса, да, потому что ты девушка из Восточной Европы, что они там знают. А с другой стороны, у меня есть опыт совершенно прекрасных исследований. Опять же, портреты женщин в международном праве – это один из таких выдающихся именно опытов. И мне кажется, что именно качество этого опыта повлияло на качество результата, честно говоря. Мне очень нравится, как организованы исследования в институте Макса Планка. Они живут в такой
постоянно стимулирующей интеллектуальной среде. У них есть понедельничные встречи, в котором каждый член института высказывается на какую-то классную международно-правовую тему. Это короткое выступление, минут 20. Их аспиранты в любой момент могут на любом этапе своего научно-исследовательского проекта инициировать некую встречу, рассказать про структуру, по которой они работают, получить обратную связь. И это очень здорово. Я зарегистрирована была в библиотеке Института Макса Планка, очень долгое время получала рассылку. А включайтесь на такую встречу по такому вопросу, а включайтесь на такую встречу по такому вопросу на испанском языке, да, на английском, на немецком. Вот тут что-то произошло, давайте обсудим. И мне кажется, это очень классно и очень стимулирует к развитию, саморазвитию и как научной, так и в образовательной сфере. Какой вы видите свою личную роль в международном публичном праве? Что хотите в него привнести? Нужно делать, что делаешь, маленькими шажками. И я всегда была убеждена, что качественное образование – это очень важная вещь. То, чем я занималась, по крайней мере, последние 5 лет, это осмысляла и переосмысляла образовательные процессы в университете. И работала над созданием магистерской программы по международному публичному праву. Я очень благодарна коллегам, которые в ней участвуют в качестве преподавателей. Скажу им, я надеюсь, что они это слышат, что они входят в число тех людей, которые меня, конечно же, вдохновляют. Мое видение образования, наверное, здесь я буду повторяться, заключается в этом самом безопасном месте. Безопасное место, где молодые взрослые учатся ошибаться, учатся искать свой голос, учатся искать себя, учатся понимать международное право на каком-то таком общем уровне, учатся применять его в разных сферах, учатся писать какие-то научные тексты. В рамках магистерской программы мы предлагаем разные траектории, в том числе практические траектории. Или у нас есть курс «Проект малых групп». В рамках него мы работаем либо над какими-то заключениями по практическим вопросам по заказу наших партнеров, либо в этом году мы занимались историческим исследованием в архивах. Мы вместе с коллегами искали и осмысляли опыт Андрея Николаевича Мандельштама, который был одним из первых, кто облачил формальный юридический язык идею защиты индивидуальных прав человека, и по его проекту Институт международного права принял первую всеобщую декларацию прав человека. Это было в межвоенный период, то есть за какой-то период до всеобщей декларации прав человека, которая была принята после Второй мировой войны уже государствами. Это был прекрасный и очень интересный опыт, скоро у нас выйдет несколько статей. И это, собственно, еще попытка создания такой качественной научной культуры, где коллеги, опять же, могут объединяться в эти небольшие исследовательские группы, читать тексты друг друга, комментировать тексты друг друга, помогать друг другу, чтобы в дальнейшем не бояться работать индивидуальным образом и понимать, как это делать. А какие советы и рекомендации вы бы дали именно девушкам, которые хотят заниматься международным публичным правом? Мне кажется, что важно, во-первых, не бояться. Во-вторых, в отличие от практической деятельности, университет – это такое место, в котором можно взять и написать какое-нибудь магистерское исследование вот так, как ты хочешь, так, как ты видишь, не бояться ошибаться, обсуждать, потому что в практической деятельности это всегда компромиссы, это всегда работа по правилам, работа в команде, не бояться быть чем-то, быть собой, быть большим на этапе получения этого самого образования, и не растерять эту увлеченность и интерес к профессии на следующем этапе, на уже этап практической работы. Не бояться пробовать. Мне кажется, что многим девушкам до сих пор сложнее, исходя, опять же, из социализации, презентовать себя, громко говорить о себе, заявлять о себе и получать отказ. Поэтому мой принципиальный совет заключается в том, что отказ с обратной связью – это чудесный опыт. Да? Увидев много обратной связи, можно как-то принять ее, улучшить те или иные качества, свойства, получить что-то дополнительное для себя, чтобы потом продолжить свое движение по тому или иному пути. Наверное, так. Спасибо большое за интервью, за уделенное время, за инсайты и очень полезные советы.